Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим набор для самостоятельной сборки, состоящий из грузового бортового автомобиля Амур 53131, и эта масштабная копия появилась в продаже около месяца назад. Ее рекомендованная розничная стоимость составила 3900 рублей. Довольно большая сумма, но это очень интересная масштабная копия. И эти наборы выпущены ограниченным тиражом, они были раскуплены еще на стадии предзаказа. Свои наборы я взял для ознакомления, чтобы показать их содержимое вам. И пока что в ближайшее время я не планирую собирать эти масштабные копии. Во-первых, нету свободного времени, а во-вторых, я не очень хороший маляр. И главная проблема — это аккуратная покраска модели, а собрать детали, я думаю, сможет каждый. И здесь модель поставляется в стандартном дисплей-кейсе, в точно таких же коробочках продаются готовые модели, а вот картонная упаковка здесь белого цвета без каких-либо опознавательных знаков. И я уже посмотрел содержимое этого набора, проверял его на комплектность, вроде бы все на месте, хотя, возможно, я что-то упустил, и вы пишите в комментариях, есть ли какие-то недостающие детали в моем наборе. И давайте его распакуем, и забегая вперед, скажу, что мне очень понравился данный набор. И это не первые наборы у Deep Models. Где-то 3-4 года назад они уже выпускали партию наборов ГАЗ-52, ГАЗ-53. И там было много замечаний о том, что детали плохо подготовлены, их нужно самостоятельно подтачивать, подпиливать. И сложно сказать, у меня нету старых наборов, но по этому набору могу судить, что здесь качество ничуть не хуже, чем у изделий AVD Models. И здесь детали хорошо обработаны, и по большому счету их нужно немножко зашкурить мелкой наждачкой, загрунтовать, красить, и уже можно собирать готовую модель. И также здесь дисплей-кейс обернут в страховочный воздушный мешок, его можно убрать. И, по-моему, у Дипа также продавались наборы без дисплей-кейса, они стоили чуть дешевле, но мне достался такой набор. И, честно сказать, особого смысла в этих дисплей-кейсах я не вижу, все равно у меня модели хранятся в больших коробках, но пусть тоже будет. И здесь очень аккуратно сложены детали, они также обернуты в дополнительный страховочный мешок. И я вам как раз покажу, как выглядит этот набор, когда вы его в первый раз получаете в руки. Давайте распакуем мешочек. И здесь также детали скомпонованы по узлам автомобиля и разложены в разные пакетики. И некоторые пакетики я открывать не буду, потому что очень много деталей. Боюсь, что что-то может потеряться, если я не замечу. И я думаю, вам будет понятно, что это за детали. И здесь все равно прозрачные пакетики, все очень хорошо видно. И давайте разложим содержимое данного набора на столе. И начнем мы с кабины грузовика. И в двух словах, чем отличается Амур от ЗИЛ-130? Это, по большому счету, тот же грузовик, только выпускался на другом заводе. И тут кабина от 131 модели, также передний бампер, ну и, конечно, другие узлы. Возможно, на настоящих автомобилях также отличались двигатели. Кабина хорошего качества. Если посмотреть на металл, то здесь нету каких-либо вкраплений, смесь однородная. И могу с уверенностью сказать, что тут качество литья лучше, чем в наборах AVD Models. Я вам тоже показывал сборные модели от Костромы. Там металл не очень хорошего качества, и видно, что смесь неоднородная. И тут кабина из нескольких элементов. Пластиковая крыша, металлические крылья вместе с радиатором охлаждения и сама кабина с капотом. Также устанавливаются подножки, они, по-моему, из пластика на этих моделях. И как раз можете посмотреть, тут присутствует отверстие под зеркала заднего вида, под дверные ручки, под стеклоочистители. А на боковых стенках кабины нету отверстий для поручней, их нужно просверливать самостоятельно.
И также на капоте присутствует надпись ZIL. Она тоже отлично читается. Хотя, по-моему, на Амурах не было шильдика на капоте, но его можно при желании сточить. И вот так выглядит кабина с нижней части. Здесь тоже присутствуют ребра жесткости. И также на нижней части капота виднеется надпись AD 4391A дефис 01D. Видимо, это какой-то заводской индекс. Следующий элемент — это рама грузовика. Она тоже упакована в пакетик. Пакетик здесь заклеен. Хорошее качество. Как вы можете видеть, отсутствует какой-то облой. Особо подготавливать эту деталь перед покрасочными работами не стоит. Также есть в раме крепежные элементы для установки кузова, ходовой части, кабины грузовика. И также есть место для установки сцепного устройства. Следующий пакет — это покрышки. Их 7 штук. Я могу вам показать покрышку более детально, потому что пакетик открывается. Хорошее качество покрышки, она довольно мягкая. Отлично выглядит протектор. И эта резина не намного хуже, чем аналог от Maestro Models. Конечно, у харьковской резины более детализированная боковая стенка, но тем не менее здесь покрышки тоже можно оставить в таком виде и не переплачивать за усовершенствованную резину. И, кстати, вполне хорошая резина из наборов АВД покрышки. Там тоже боковая маркировка, и единственное замечание к костромским покрышкам то, что они со временем дубеют. Видимо, все же сделаны из немножко другого материала, а у Дипа покрышка очень мягкая. Так, следующий элемент — это детали остекления, также светотехника. Тут получается несколько вариантов: поворотники, задние фонари, заднее стеклышко. Также присутствуют два типа мигалок, и боковые стеклышки тут вместе с внутренней обшивкой дверей. И вам нужно делать маску на стекле и тогда уже аккуратно окрашивать обшивку в цвет кабины грузовика. Вот так выглядит этот элемент. Могу вам показать мельком другие детальки поближе. Здесь как раз вы видите различные поворотнички. Затрудняюсь ответить, чем они друг от друга отличаются. Скорее всего, это габаритные огни на крышу, также поворотники на крылья. Это осветительная техника спереди и задние фонари. Если ошибаюсь, поправьте меня. И также вы можете в комментариях поставить тайм-код и написать, куда идут эти детали. Это будет полезно не только мне, но и тем людям, которые приобрели похожий набор и хотят собрать модель. И как раз вот тут два типа мигалок. Одна мигалка была в пакетике, просто она отломилась с литника. Скорее всего, запасная, потому что на крышу устанавливаются две мигалки, а третью куда ставить, я не знаю, возможно, на цистерну с задней стороны. Ну и вот такие круглые детальки. Ну и тут получается лобовое стекло. И интересно то, что лобовое стекло без перемычки. Возможно, перемычка в виде элемента из фототравления. Возможно, здесь просто поставили вот такое стеклышко от 130 модели, потому что я посмотрел, на готовом образце присутствует перемычка. Следующий пакетик — это элементы из фототравления. Я их уже сложил отдельно, чтобы они не потерялись. И из деталей из фототравления тут катафоты, их 6 штук, они клеются на боковые борта, и на задний борт есть вот такая петелочка, для чего она, не знаю. Кронштейны зеркал, также черные окрашенные элементы П-образной формы.
Их 4 штуки. Куда они ставятся, тоже не могу сказать. Зеркальце заднего вида, это самоклеющаяся фольга. Также панель приборов. И больше тут ничего не предлагается. И также пакетик с подшипниками, 2 штуки. Тяга на рулевое управление. Получается 3 крепежных винта и мелкие винты для закрепления кабины, к раме, кузова. И также небольшие штифты на установку передних колес, скорее всего. И давайте посмотрим другие детали. И тут получается 2 напольных покрытия. Одно для Амур, второе базовое для 130-го ЗИЛа. И как раз вот эти детали для установки на модификацию Амур. Другой подрамник, нижняя часть кузова. Идут брызговики 4 штуки, крепление для задних фонарей и также защита на фары из полимера, и также тут присутствует защита на фары из пластика, у нее немножко толще сеточка, и тут вы на выбор можете ставить или более ажурную, но более хрупкую, или более крепкую, но не такую изящную. И как раз вот тут пакет с кучей деталей, 3 вида кабины, одна крыша с лючком с пассажирской стороны, вторая крыша с 2 лючками, но без отверстий для огней автопоезда. И третий тип крыши без лючков, но с отверстиями под установку огней автопоезда. И тоже пишите в комментариях, какой тип крыши подходит под ЗИЛ-130, какой под модификацию Амур. Также тут есть рычаги переключения коробки передач, рулевое колесо, различные поручни. И мне понравилось то, что на рулевом колесе с задней стороны есть небольшие углубления, как на настоящем руле. И вот такого мелкого нюанса я не встречал на костромских моделях, так что здесь тоже несомненный плюс производителю Deep Models. Ну и другие элементы. Дверные ручки, здесь их 3 штуки, одна, видимо, запасная. Еще одни ручки, скорее всего, для ящичка. Корпуса зеркал раннего и позднего типа. Ну и могу вам показать другие детали. Тут получаются еще брызговики под модификацию ЗИЛ-130, корпуса для осветительной техники, поворотников. Также крепление под задние фонари круглой формы, прямоугольной формы. Также есть места для установки номерных знаков. И тут я не увидел регистрационных номерных знаков в комплекте, но я заказал номерные знаки от студии Микродизайн. Когда они приедут, я тоже их покажу в отдельном видеоролике. И там получаются детали из фототравления уже окрашенные. И я думаю, они будут выглядеть очень реалистично. И также есть 2 типа решетки радиатора под 130 ЗИЛ. Более поздние и более ранние. Но, конечно, на этот набор их ставить не получится, потому что кабина немножко с другими крыльями. Но их можно поставить, например, на готовую модель от SSM или на вариант от Автоистории. Кстати, надо будет сравнить, они отличаются от костромских моделей или примерно такой же формы. И также тут есть дополнительные прожектора. Возможно, это противотуманные фары, это прожектор на стойку водительской двери. Ну и другие ящички. Деталей очень много, повторюсь.
Но опять же, если вы представляете, куда что ставится, то я думаю, проблем не должно возникнуть. Также тут есть буксировочные крюки на передний бампер и сцепное устройство. Оно из двух половинок, и фаркоп здесь рабочий. И также есть облицовка из пластика для кабины Амура. И как раз еще защита на фары из пластика. И вы можете посмотреть, насколько толще прутики на ней. Если бы я собирал этот грузовик, я бы поставил все же деталь из полимера. Пусть она более хрупкая, но там решеточка выглядит более изящно. И два типа панелей приборов. Скорее всего, это от 130-го ЗИЛа, это уже от Амура. Но опять же, нужно проверить. Я давно не видел настоящих грузовиков и уже забыл, как что у них выглядит. И также тут есть элементы крепления грузовика к подиуму и верхняя крышка на ящичек. Где-то тут была нижняя часть. Получается, вот так собирается эта деталь и устанавливается с правой стороны под кузов. И еще один пакетик. Тут различные элементы подвески. Тоже вам мельком покажу. Нижняя часть двигателя. Кстати, довольно хорошая проработка моторного отсека, несмотря на то, что капот у этого грузовика не открывается. Также есть вот такое крепление, скорее всего, под запасное колесо. Балка, на которую устанавливаются кулачки поворотного моста. Также тут ресиверы, амортизаторы, запасное колесо, задние внутренние колесные диски, рессоры. Еще одно крепление. Или это крепление под запаску. А что тогда это за деталь? Напишите в комментариях, кто знает. Это у нас, скорее всего, выхлопная труба. Плашка двигателя. Ну и какие-то другие узлы. Рессоры на переднюю подвеску. Энергоаккумуляторы. Это, скорее всего, тормоза, барабаны изнутри на передние колеса и аккумуляторный ящичек, скорее всего. Еще одна рессора. Выхлопная труба. Бампер от 131 ЗИЛа. И тут только один бампер. Если вы хотите собрать 130 ЗИЛ, то вам нужно покупать другой набор. Ступица заднего моста, передние колесные диски, еще одна рессора. Тут получается довольно много рессор. Тоже, скорее всего, на два типа грузовиков, потому что я уже насчитал их тут сколько? 6 штук. Надо будет посмотреть, чем друг от друга они отличаются. Это, по-моему, нижняя или верхняя часть топливного бака. Сюда идет горловина, скорее всего, верхняя часть. И еще одни крепления колес. И получается элемент топливного бака. Скорее всего, вот это крепление, которое я вам показывал в начале. Я думал, что это крепление запаски. Это крепление для топливного бака. Ну, повторюсь, все интуитивно понятно. Если посидеть, подумать, то, я думаю, можно собрать этот набор без инструкции. Также тут присутствует подножка. И кузов для 130 модели. Тоже давайте его распакуем. Я вам быстро покажу. Напольное покрытие. От Амура отличается нижняя часть кузова и также подрамник. Тут получается 4 поперечных бруса, а у Амура
2 и более широкие. Борта, насколько я понимаю, у грузовиков идентичные, поэтому производитель не положил второй тип бортов. И боковые детали. И здесь борта из 5 брусьев. Ну, вот так выглядят данные детали. Вот такое содержимое набора, которое я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. Пишите ваши комментарии. Если в вашей коллекции сборные модели от Deep Models, удалось ли вам их собрать, в какой цвет вы покрасили готовый результат. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.